Друзья, я сегодня проснулся и понял, вам просто нужно это видео. Вы себе не представляете, сколько мне в день пишут вот таких сообщений со скринами. Помоги, пожалуйста, купил на крупную сумму токенов, а теперь я не могу продать. Что делать? Я искренне надеюсь, что я многим помогу этим видео и дам советы, которые помогут избежать попадания новичкам на деньги в крипте. А это видео нужно действительно посмотреть каждому, кто начал делать первые шаги. Причем до того, как вы пойдете смотреть видео о том, что такое MetaMask, как покупать токены на PancakeSwap, потом будет поздно. 99% случаев покупок токенов новичками – это потеря средств. Поехали! По своей сути, видео будет разделено на основные три части по отличию самого часто попадающегося скама: проверки социальной, маркетинговой составляющей, проверки токена в целом на наличие технической возможности его продать. Да, бывает и такое, причем очень часто. И так называемого чек-листа. Как обезопасить себя от неправильной покупки токенов в скам-проект. И начнем с этой прекрасной новости, которую также прислал мне подписчик с посылом, что верит и хочет зайти на весь баланс. И, кстати, не один подписчик, таких было несколько. Что я увидел? Изначально это новость на авторитетном ресурсе AXBT. Переходим и видим пост с новостью и посыл, что 29 декабря Tesla токен будет листиться на Coinbase. А все прекрасно понимают, что это одна из самых крупных криптобирж. И зайдя в токен до листинга, это гарантированно иксы, да еще и Tesla. Илон Маск, это ламба однозначно. И это кружит голову неопытным трейдерам. Но исключать и отбрасывать сразу эту историю мы, конечно же, не будем. А как еще находить то, что даст иксы, пока об этом никто не говорит? Поэтому находим сайт, смотрим. Сделан качественно, красиво. Ликвидность на Uniswap. А это эфир. Все хорошо. Баннеры CoinMarketCap, Coinbase, CoinGecko, фонды. На самом деле, чтобы вы понимали, для неопытного человека этого достаточно. Он покупает. Говорю из практики взаимодействия с подписчиками. А если ему еще и советуют это сделать в каких-то публичных группах с сигналами с большой аудиторией, у него сомнений нет. А это первое. Никогда не верь группам с сигналами сходу. Надо сначала пройти проверку небольшим балансом. Далее, чтобы лучше понимать, скажу сразу. Токены крупных проектов до листингов продаются на крупных лаунчпад-площадках. И если они уже торгуются на DeFi, таких как Uniswap или Pancake, надо искать информацию, где были у них IDO. И если такой информации нет, это должно настораживать. Далее, социальные сети. Ключевой момент — это Twitter. У таких проектов должен быть развитый Twitter, и самое главное, если это токен Теслы и Илона Маска, то это должно быть понятно по Твиттеру, как минимум связи аккаунтов. Еще один момент в том, что если серьезный токен уже торгуется, о нем должны говорить. Должна быть информация. Надо не лениться и тратить время на ее поиски. Причем это должны быть не нонейм-блогеры, а достаточно авторитетные люди в криптоиндустрии. Это принципиально важные моменты для покупок токенов серьезных проектов. А теперь я уделю внимание на проверку контракта. Если все-таки вы хотите во что бы то ни стало купить щиток или мемкоин. Скорее всего, вы будете его покупать именно на PancakeSwap. Это децентрализованный обменник токенов сети Binance Smart Chain. И, соответственно, как я сказал ранее, есть такой неприятный момент, когда вы покупаете, но продать уже невозможно. В контракт добавляется код, который называют Honeypot, и его наличие исключает возможность дальнейшей продажи. При этом с каждой покупки цена на графике закономерно показывает рост, но никто из горе-инвесторов уже никогда не сможет продать купленный токен. Или же на бирже отсутствует ликвидность, и все поступающие средства выкупаются ботом, и обратный обмен возможен с огромным прайс-импактом. У нас есть отдельное видео на эту тему. Есть несколько шагов и ресурсов, которые должны быть у вас обязательно для проверки таких токенов. Первым делом вам надо выяснить адрес контракта того, что вы планируете купить. Далее, зная адрес контракта, идем на PoCoin и там его находим. И если вы видите слева красными буквами предупреждение о том, что вся ликвидность залочена на одном контракте, это уже стопроцентный однозначный посыл, что покупать не стоит. Кроме этого, в закрепе я оставлю пару ссылок на ресурсы, в которые можно вбить адрес контракта токена и понять, есть ли там ханипоты. И если результаты проверки выдаст наличие, вы сами все поняли. Это далеко не все шаги и возможные способы аналитики, но это база, которую должен понимать каждый, и не лениться делать ее перед любой покупкой токенов на DeFi. У нас на канале все инструкции также есть, я оставлю их в описании. И само собой подписывайтесь в телегу. Там есть группа с анонсами, где мы мониторим все, что может дать иксы, и чат, где вы можете задавать вопросы, прежде чем совершать действия. И само собой, я буду благодарен за подписку, лайк и комментарий от 5 слов. На каждый комментарий стараюсь отвечать развернуто. Спасибо за внимание и удачи!